Ну, так как это наш эксперимент, который мы начали 17 апреля, то ни в коем случае это не финансовая рекомендация. Это за сегодняшний день, после нашей встречи, мне удалось сделать всего лишь 4 сделки, то есть я уже стал более спокойно торговать, так как у меня есть этот волшебный индикатор твой, написанный тобой. И вот эти вот 4 сделки я поместил вот в этом как бы баре или прогнозе. И сейчас прогноз на лонг. И вот стою вот здесь вот зашел, да, и буду торговать вот сюда. К тому же вы видите, что за эти 4 сделки, да, удалось практически наработать. У меня была даже возможность сделать то, что я делал там, за 20 или 30 сделок ранее. К тому же вчера ты поднимал тоже вопрос показать статистику. Сейчас я покажу, перейдем сразу на биржу и покажем, познакомим со статистикой уже на бирже. Ну, я хочу сказать, что ты и вход сделал достаточно грамотно, и потом, когда вернемся к графику, мы его разберем. Да, вот получается, вот на этом счете я торгую, да, то, что мы озвучивали, P&L в данный момент, то есть прирост к депозиту за последние, я выбрал 60 дней, потому что мы уже превысили 30 дней, да, 8,60. Наторговал я 11 612, потому что мелкими сделками это все осуществлялось. Ну и вот график доходности, то есть мы, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что все, что мы делаем в онлайн-режиме, да, стартанули мы 17.04.2025 и я торгую только линк, вот вы видите, что только линк отторгован, и вот кривая доходности, да, вот первая до наших как бы таких вот плотных индикаторов и проработки с тобой всего того, что мы проработали за, ну вот до каких, практически в начале месяца мая я начал уже выходить на более такую доходную кривую. И вот сейчас находимся в этом моменте. Да, винрейт 81%, к тому же я прихожу к тому, что можно выставлять, после того, как вы получаете сигнал от индикатора, вы можете даже через некоторое время, я это делаю где-то через минут 5, да, выставляю минимально стоп-лосс в прибыль, и тогда спокойно могу отвлекаться и заниматься другими делами. И вот все, как бы, те сделки, которые удалось осуществить. Вот последние 4, видите, уже они более такие ощутимые, да, если раньше это были 1 цент, 8, ну тут 25 усреднялся, 4 цента, ну и так далее. Кому интересно, можем показать всю статистику, да, все сделки. Пишите нам в комментарии, задавайте вопросы, если вам интересно. Достаточно того, что винрейт 81% – это очень хороший. Кстати, он совпадает с моим. Здесь мы видим, что у нас был восходящий тренд, потом мы строили базу в рамках 2 синих линий, и потом перестали мы обновлять хаи, пробили нижний уровень, подтвердили выход из него снизу, то есть не смогли больше его преодолеть, и вот это как раз-таки была точка подтверждения входа в сделку. Ты замечательно поймал этот момент. Вопрос только, что можно было посчитать, докуда мы пойдем. Да, ну, на это есть масса разных инструментов, как можно было натянуть сетку Фибоначчи. Точно так же можно было и посчитать различными формулами, да, при определенных значениях. Но мы этого не делаем пока. Кому интересно, как это делается, точно так же пишите нам в комментариях, и мы разберем, как посчитать, где фиксировать прибыль. Но здесь я у тебя вижу, что ты выбрал позицию, которая тоже часто используется. Это до ближайшего накопления или же до ближайшего имбаланса, который не был еще перекрыт. Тоже правильная стратегия, тоже мне нравится. По безопасности с точки зрения риск-прибыли, да, но иногда люди выбирают там и 1 к 6, и 1 к 10, и это обосновано, потому что, ну, цели порою, они, ну, прогнозируемые, да, нельзя просчитать, нельзя сказать, куда пойдет рынок, потому что этого никто не знает, но предположить, потому что все-таки ориентиры какие-то есть, и масса ордеров стоит в определенных местах, и к ним будет стремиться цена, то есть это можно рассматривать и брать за какую-то фантомную цель, и, ну, там даже, как ты правильно делаешь, порой подвигать стоп, и даже если интересно, как правильно подвигать стоп по моей стратегии, так как это делаю я, тоже напишите, мы можем разобрать эту историю. На данном этапе 105-148 цена за 1
биткоине. На дневном таймфрейме видно, что мы вышли из вот этого накопления, поднялись выше, да, и как интересно, мы идем по биткоину, накопление, выход, до накопления, выход, до накопления, и мы опять вышли, да, похоже вот на эту историю. В общем-то у нас есть, если рассмотреть, ты помнишь, да, то, что я показываю частенько, вот здесь один имбаланс у нас, вот здесь второй имбаланс, не перекрытые, если перейти на биржу CME, где у нас есть не перекрытые вот эти вот прям, почему я перешел на биржу, потому что их видно, не нужно их рисовать, вот эти вот ценовые разрывы, и порою, ну, цена легко может клюнуть туда и их забрать. Ну, вполне возможно, абсолютно возможно забрать вот этот. Ну, а этот, возможно, ну, в это уже не верится, но мы когда-то не верили, там, несколько месяцев назад не верили и в эфир по 1500, а сегодня это уже является фактом. Поэтому обстановка остается неопределенной, я буду следить за теми уровнями, которые я вижу, но мы буквально сегодня разговаривали, что сейчас и уровни не очень сильно поддаются анализу. В данном случае вы уже знаете мою стратегию, кто смотрит наши обзоры. Я всегда беру историю от того, куда пришла цена сверху и куда цена пришла снизу. Это мой, ну, условный коридор. Уровень смены тренда, откуда мы пришли к верхнему уровню и откуда мы пришли к нижнему. Ну, здесь, в принципе, поход к нижнему – это верхняя точка, а подход к верхнему – это вот начало этой зеленой свечи на дневном таймфрейме. Этот коридор буду наблюдать, ну и если, в принципе, сейчас сходить ниже, да, вчера мы говорили о разворотной формации, которую я обозначал синими флажками, могу это сегодня повторить, только флажок надо взять. Вот здесь у нас видна та разворотная формация, которую я говорил вчера. Во-первых, мы перестали обновлять хаи, а во-вторых, у нас есть один длинный фитиль на зеленой свече и второй длинный на красной. Мы уже, конечно, клюнули разок, но это может быть не финал. Поэтому, кто хочет зайти в лонг, будьте осторожны. Я не говорю, что этого может, ну, не может произойти, но у нас свечи неопределенности как в одну сторону длинные фитили, так и в другую, поэтому здесь есть свои нюансы, да, ну и не надо забывать нюансы, имбалансы, да, и нужно верить в лучшее, но всегда лучше быть готовым к лучшему. Меня смущает вот этот вот показатель волатильности, что вроде как у нас цена по биткоину ходит и туда, и сюда, и обратно, а волатильность у нас стоит на месте, и на альткоины пока инвесторы не обращают внимания, и доминация биткоина у нас превалирует, она по-прежнему в районе 64. С одной стороны, это хорошо, когда биткоин растет, подтягивается весь альтмаркет за ним, но с другой стороны, кто давно в крипто-теме, те знают, что альт-сезон – это когда рост альткоинов обгоняет рост биткоина, начинается с серьезного падения доминации биткоина, да, когда он туда вот вниз уходит, и у меня на недельном графике где-то эта история прорисована, как я ожидаю, будет развиваться событие по доминации биткоина, когда будет приближаться наступление альт-сезона. Пока его не видно, но сейчас такой век, что все меняется очень быстро и все может произойти очень неожиданно. Поэтому нужно быть настороже. Это может быть закол одной тенью свечи в тот диапазон, который я указал как имбаланс, и потом полноценный поход наверх. И это может быть абсолютно неожиданно, абсолютно такой прилетел нежданчик, вот, и потом цена спокойно вернется в свое место и пойдет уже наверх, скорее всего. Ну, а может быть и нет. Ждем ваших комментариев, подписывайтесь, поддерживайте нашу деятельность. Ну и встретимся завтра.